Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Посмотрите, какое мясо у меня на подносе. Это, дорогие друзья, говяжья вырезка. Может быть, самое дорогое мясо из того, что продается на рынке. Так что же мы приготовим из этого отменного куска говяжьей вырезки? Мало того, что мясо само по себе хорошее, оно еще и выдержано. Его подвесили в холодильник на 8 дней. Именно поэтому снаружи оно кажется довольно потемневшим. Но посмотрите, каково оно на срезе. Это прекрасное мясо. Это очень хорошее мясо, которое ни в коем случае нельзя долго готовить. Вот борщ, скажем, из него не получится. Из него отменно получатся те блюда, которые готовятся очень быстро. Например, стейк, либо бефстроганов. Вот из этого куска получится неплохой такой стейк. Посмотрите, симпатичное вполне мясо. Но стейки мы приготовим как-нибудь в следующий раз. Не забывайте включать телевизор по субботам, по утрам, когда идет самая вкусная программа о еде. А сегодня мы приготовим бефстроганов. Итак, бефстроганов. Не бифстроганов от английского слова beef, говядина, а именно бефстроганов. От французского слова beef, которое и означает ту самую говядину. Почему же французское, а не английское? Дело в том, что это блюдо зародилось несколько более 100 лет тому назад, может быть 150 лет тому назад, в среде русского дворянства, где поварами работали, конечно же, французы, конечно же, не англичане. Поэтому все начинает с французского метода загущения соусов. Для начала необходимо обжарить муку. Муку на сухой сковородке до появления приятного орехового запаха и до изменения цвета муки с белого на кремовый. Огонь под сковородочкой чуть ниже среднего. Следим не только за цветом муки, но еще и за запахом. А пока пойдемте мясо нарезать. Бефстроганов – это, по сути дела, закуска. Блюдо, которое готовится очень быстро. Буквально минут за 10-15. Первым делом необходимо нарезать мясо. Вот на этом подвяленном мясе хорошо видно, что все мясные волокна в этом куске расположены вдоль. А нам необходимо нарезать брусочки мяса так, чтобы волокна располагались поперек. Сначала я отрезаю от куска мяса шайбы толщиной примерно 1 см. А дальше плоской стороной ножа отбиваю их, и они становятся побольше и, соответственно, потоньше. И такой расплющенный кусочек уже можно нарезать на ломтики, о которых я говорил. Вот они, примерно полсантиметра толщиной. Вы обратили внимание, насколько нежным стало мясо после выдержки? Это главный секрет хороших стейков, это главный секрет хорошего шашлыка. Но даже и для бефстроганов имеет смысл брать именно выдержанное мясо. Но ни в коем случае не парное. Парное мясо быстро не приготовится. А для хорошего, как надо, бефстроганов, мясо готовится буквально несколько минут. Не верите мне? Тогда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня вы увидите рецепт бефстроганов, который вам ни в одном ресторане не подадут. Потому что дома, для себя, мы можем приготовить намного лучше. Занимаемся мясом, но не забываем следить за мукой. О, да она уже ровно такая, как необходимо. Только с маслом, с замечательным кусочком сливочного масла, ее соединять рано. Я расскажу вам почему. Дело в том, что мука приобретает такой цвет при температуре 200-250 градусов. Сливочное масло при такой температуре просто-напросто сгорает. Поэтому необходимо подождать, пока мука слегка остынет. И только потом опускать в него кусочек сливочного масла. И немедленно перемешивать, чтобы получить из муки и сливочного масла нечто вроде комка пластилина. Французские повара готовят такие заготовки заранее. Дальше делят их на кусочки, заворачивают каждый отдельно в пищевую пленку и хранят в холодильнике. Когда надо соус загустить, берут эдакий кубик загустителя и опускают его в соус.
Это все вы увидите буквально с минуты на минуту. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас очень вкусная программа про бефстроганов. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на очень важный момент, что мясо следует резать поперек волокон. Посмотрите, я здесь для вас приготовил наглядное пособие. Вот это та же самая вырезка, которая нарезана вдоль волокон. Я тяну, видите, аж кончики пальцев у меня побелели. Вот, мясо не рвется. И точно так же оно будет себя вести на зубах. А вот ломтик нарезанный правильно. Посмотрите, его чуть-чуть потянешь, и он раз и разорвался на несколько мелких кусочков. Именно в этом состоит один из главных секретов хорошего, вкусного, нежного бефстроганов. Чересчур сухие части мяса я обрезал. Они пригодятся. Их еще можно использовать для приготовления бульона. Мясо это ни в коем случае не испорчено. Оно потемнело, потому что завялилось. Сыровяленая колбаса, если в нее не добавляли нитритную соль, выглядела бы точно так же. Ну, а основная часть мяса выглядит очень аппетитно. Мясо необходимо посолить и поперчить. Здесь примерно 800 грамм мяса. И я знаю, что у меня уйдет едва ли не полная столовая ложка соли, а также пол-столовой ложки черного перца. Да, бефстроганов блюдо закусочное. В начале обеда блюда могут быть и поострее, и покислее, и поперченнее. Одним словом, с более ярким вкусом для разжигания аппетита. Кроме соли и перца, непосредственно на сырое мясо надо присыпать, может быть, ложку, может быть, 1,5 ложки муки. Теперь мясо, муку, соль, перец необходимо перемешать так, чтобы каждый ломтик мяса оказался обваленным в муке, в перце и в соли. И теперь очень важно правильно выбрать сковородку. Сковорода должна быть такая, чтобы на ней в один слой, но максимум в 1,5, уместилось все это мясо. Итак, решаем задачу о квадратуре круга. Я думаю, что на этой сковороде уместится все. Но начинаем мы вовсе не с мяса. Начинаем мы, как обычно, с масла, с растительного масла 120-130 миллилитров, либо, говоря другими словами, 100 грамм растительного масла. Так много масла необходимо не для того, чтобы сделать бефстроганов жирнее, для того, чтобы масло как можно равномернее передало тепло в лук. Да-да, все начинается именно с лука, а масло должно быть очень горячим. Видите, первый сизый дымок. Отпускаем лук в едва теплое масло, получаем один вкус. Опускаем лук в сильно разогретое масло, получаем совершенно другой вкус. И именно такой вкус хорошо пожаренного лука необходим для создания правильного вкуса соуса. Соуса, в котором будут плавать ломтики мяса. Нагрев под сковородой должен быть такой мощности, чтобы лук зажарился до золотисто-красного цвета буквально минуты за 2. Это очень важно. Конечно, в такой момент от сковороды не отойдешь ни на шаг. Постоянно необходимо помешивать, но сейчас, мне кажется, с луком все в порядке. Если кто-то опасается, что лук дальше будет жариться под мясом и сгорит, тот человек не то что физику плохо знает, он даже уроки природоведения в школе пропускал. Мясо-то у нас холодное, а точнее имеет комнатную температуру 20 градусов. Лук может сгореть, если его температура 150-170 градусов. Как же он нагреется до такой температуры, если он перемешан с еще прохладным мясом? Да-да, сейчас перемешиваем лук и мясо. Огонь под сковородкой не убавляем. Мясо для бефстроганов, нежная вырезка, будет жариться от силы 3, максимум 4 минуты. Этого времени как раз хватит, чтобы подогреть достаточно увесистую кастрюльку. Вы сейчас узнаете, зачем мне понадобилась горячая кастрюлька. Возвращаемся к мясу. Мясо, лук, сковородочка, очень аппетитное шкварчание и очень аппетитный аромат. Дожидаемся, пока все мясо побелеет. Ну вот и все. Мясо готово. Поэтому, кастрюлька, срочно
Горяченькая кастрюлька, подогретая. Именно в нее я перекладываю все мясо. Смотрите, обжаривать мясо можно было бы на смальце, можно было бы на гусином жире. Но мы сегодня использовали обычное растительное масло. Да, хорошее, качественное. Но зачем его так много на сковороде? Но слушайте внимательно мои слова. Я говорю лишнее масло. Лишнее не означает все масло. Мы перекладываем мясо в кастрюлю. Пусть постоит, подождет, пока соус не приготовится. На сковороде остался какой-то нагар. Припек, как говорят повара. Ничего страшного. Его со сковороды не убираем. Возвращаем, наверное, ложечку масла и отправляем в масло. Вы не поверите. Вы никогда не поверите, что я отправлю в сковородку первым для соуса. Это соевая ферментированная паста. Многие ее знают под названием мисо-паста. Корейцы называют ее тяй. Но по сути дела это ферментированная соя. Ферментированная соя, которую я сейчас должен обжарить на сковороде до появления приятного запаха. Я готов признать, что это моя импровизация. Однако, во многих книгах по русской кухне конца 19 века, начала 20 века упоминается некая таинственная соя кабуль. Через несколько минут я расскажу вам о том, как готовить сою кабуль, потому что сейчас мне некогда. Мне надо отправить на сковородку томатную пасту. Обычную томатную пасту. Я думаю, что примерно ложку, а может быть даже и полторы. Почему бы и нет? Кислинка, задорная кислинка закусочному блюду не помешает. Томатную пасту я обжариваю точно так же, как только что обжарил соевую пасту. Перемешиваю их и дожидаюсь изменения запаха и слегка изменения цвета томатной пасты. Ну а теперь вино. Добрый стакан сладкого вина. Не знаю, херес, мускат. Выбирайте, кому что нравится. А можно взять и то, что осталось. Только ни в коем случае нельзя брать испорченное, невкусное вино. Понимаете, стакан пристойного вина стоит 100 рублей, 200 рублей. А сколько стоит килограмм говяжьей вырезки? А сколько стоят все остальные продукты, которые пойдут в это блюдо? Надо ли экономить 100 рублей, чтобы испортить все блюдо? Ни в коем случае. Поэтому помешиваем, тщательно растираем комочки и дожидаемся, пока от соуса перестанет пахнуть алкоголем. Дело в том, что это блюдо могут есть и те, кто вовсе не употребляет алкоголь, например, как я, и даже дети. В нем не будет ни капли спиртного. Наш загуститель. Сливочное масло и мука. Один комочек. Отлично. Ведь кажется, что соус и без того очень густой. Но сейчас будет еще гуще. Потому что потом в этот соус надо будет добавить сметану. И когда будет нагреваться вместе с мясом, из мяса сок пойдет. И соус станет недостаточно густым. А должен быть густым и очень вкусным. Получился слишком густой, ну ничего страшного. Добавьте стаканчик бульона или в крайнем случае даже воды. А почему нет? Пока я помешиваю и дожидаюсь готовности соуса, есть время рассказать вам о том, как готовилась та еще дореволюционная соя кабуль. Я нашел этот рецепт в книге «Образцовая кухня» 1900 года. Отварив 2 фунта бобов красной сои в мягкой воде без соли, с прибавлением 1 золотника двууглекислой соды, пока сделаются мягкими, протирают через редкое сито, солят, и нам необходимо посолить, приправляют каенским перцем. Каенский перец – это разновидность красного острого перца. Берите тот, который у вас есть. Никто не узнает, взяли вы каенский или взяли обычный красный острый перец. Добавляют 2 фунта бульона плитками. Вы знаете, чем заменить, да? 200 грамм бульонных кубиков. Конечно, будет вкусно. И уксусу, чтобы вышло вроде жидкой горчицы. Скажите, пожалуйста, то, что у нас образовалось на сковороде, уже имеет вид жидкой горчицы? Скажите, пожалуйста, то, что у нас образовалось на сковороде, нуждается ли в уксусе? Здесь есть томатная паста, здесь есть остатки кислоты от вина. Я думаю, что мы получили идеальный заменитель сои кабуль.
Да, потому что соевая ферментированная паста готовилась из точно такой сои. Только за счет ферментации в сое разрушились белки и образовался тот самый вкус, который появляется в ветчине, в жареном мясе, в сыре и в других очень вкусных продуктах. Понимаете, копеечная соя за счет биохимических процессов превращается в шедевр. В шедевр гастрономии. Заливаем соусом все мясо. А вот теперь в семье должен найтись командир. Кто скажет, кому грибочки доставать, кому огурчики соленые, кому квашеную капусту на стол ставить, кому нарезать колбасу, а кто будет готовить салат. Но помимо закусок и салатов необходимо подумать, а что послужит гарниром к этому замечательному бефстроганов? Самый лучший гарнир – это картофель-пай. Не картофельный пай, что в переводе с английского означало бы картофельный пирог, а картофель-пай. Посмотрите, картошечка нарезана очень тонко. Можно нарезать примерно так же, как для морковки по-корейски. Ее вымочили в воде, чтобы смыть лишний крахмал. А теперь опускаю в очень раскаленное масло. Примерно по 2 горсти. Картошка нарезана очень тонко. Поэтому у картошки очень большая площадь поверхности. И поэтому масло пенится. Влага выходит из картошки. Влага выходит из картошки, и картошка становится сухой и хрустящей. Впрочем, вы сейчас все сами увидите. Сейчас пена сойдет. Картошка должна приобрести золотисто-красный цвет. Именно тогда она будет хрустеть, и вот эту хрусткость свою будет сохранять довольно долго. Все, снимаем. Отлично получилось. Итак, повторяю, картофель-пай жарится небольшими порциями, примерно по пригоршне, 2, но на протяжении примерно 4 минут, до тех пор, пока не примет золотисто-красный цвет. Перед подачей, разумеется, необходимо посолить. Хорошую щепоть соли, можно еще одну. Напоминаю, что это начало обеда, и это все закуска. Закуска имеет полное право быть пряной, соленой и очень аппетитной. Осталось всего лишь навсего 1 минута, потому что бефстроганов у нас фактически готов. Вот сметаны граммов 100-150 добавлю, и все можно будет считать готовым. Только тут вот какое дело. После добавления сметаны, пожалуйста, никакого кипения, никакого побулькивания. Блюдо должно оставаться просто горячим, иметь температуру градусов 60-70. Вот так, по моему мнению, должен выглядеть самый вкусный и самый правильный бефстроганов. Если кто-то знает рецепт лучше моего, приходите на мой канал в Ютубе. Поспорим. К слову сказать, если кто-то думает, что название этого рецепта произошло от якобы графа Строганова, у которого с зубами было плохо, это всего лишь навсего легенда. Я вас уверяю, по моему мнению, название этого блюда произошло от другого русского блюда, известного на русском севере – строганина. Понимаете? Точно так же мелко строгали замороженное мясо для того, чтобы съесть его буквально сырым. Но 2-3 минуты термообработки вместе с луком, вместе с соусом, и вот у вас беф-строганина, беф-строганов. И вообще, знаете, что такое правильный рецепт? Что бефстроганов, что борща, что плова? Это когда продукты были истрачены не зря, когда в результате получилось вкусное блюдо. Ну а когда получилось очень вкусное блюдо, то это означает, что мы сегодня имеем очень правильный рецепт бефстроганов. И мне остается сказать только одно слово. Приятного вам аппетита!
Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать? И не скрою, пишу еще, делаю следующую работу, следующий шаг. В свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции, я издал 2 книги. Одна из них называется «Казан, баран», и теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году, и он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии, я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран – удивительное животное. Не будь у нас барана, наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньей туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезное исследование, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название, часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый и если барашек старый? Если барашек молодой, то можно жарить. Если барашек зрелый, то можно и варить. А если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория, а дальше начинается практика. Практика удивительная, основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо. Уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джиз-быз с картофелем. Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете, на видеоролик в интернете и смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно, хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прямо вот каждый абзац сопровождается фотографией. Понимаете? Вот кто-то, возможно, видел подобный ролик в интернете, но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страница за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить.
Блюда очень интересные, очень вкусные. Блюда, которые принадлежат самым разным народам. Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, как можно построить и обустроить домашнюю кухню, эдакий храм кулинарии. Вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоите эту книгу и приготовите те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте stalik.ru. В названии этого ролика, а также в описании к этому ролику можете прочитать, как написать слово stalik.ru. Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки. Приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ и, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.